Всем огромный привет! С вами канал Моя Кухня. Сегодня я хочу проверить и повторить рецепт оладьев с канала «В гостях у Вани». Я уже приготовила продукты. Мне понадобится кефир, яйца, соль, разрыхлитель, сахар и мука. Кефир и яйца должны быть комнатной температуры. В миску отправляю яйцо. Сюда же добавляю сахар, 1,5 столовые ложечки. Много добавлять сахара не надо, чтобы оладьи не сильно румянились на сковороде. Это такой лайфхак от автора канала. Сразу добавляю соль и все это хорошо перемешиваем. Желательно, чтобы соль и сахар растворились. Соль и сахар хорошо растворились, и теперь добавляю сюда кефир. Опять все хорошо перемешиваем. Теперь добавляю просеянную муку. Добавлять муку буду постепенно. Пока я просеиваю муку, хочу вам напомнить, что у меня в предыдущем видео тоже была проверка рецепта. Я готовила мясной пирог по рецепту одного кулинарного блогера. Канал его называется «Оближи мне пальчики». Кто не смотрел это видео, пожалуйста, зайдите, посмотрите. Ссылочку я оставлю вверху в этом видео. Переходите по ссылке. И также закреплю ссылку в комментариях. И хочу еще попросить, чтобы вы написали в комментариях, какой рецепт кулинарного блогера вы хотите, чтобы я повторила. Добавляю оставшуюся муку. Тесто уже замешиваю лопаточкой, а не венчиком. Хорошо его перемешиваем сейчас. Хорошо перемешала. Смотрите, какой консистенции получается тесто. И теперь тесту нужно дать немножко отдохнуть. Тесто уже постояло, и смотрите, оно прям становится такое пузырчатое. Видите, какое? Прям пузырики лопаются. И сейчас сюда я добавляю разрыхлитель. Хорошо все перемешиваю. И после того, как хорошо перемешаю тесто с разрыхлителем, сразу идем жарить оладьи. Долго мешать не надо. Вот перемешали разрыхлитель с тестом, и все, отправляемся жарить. В сковородку наливаю масло. Хорошо нагреваю сковородку. Тесто я больше не перемешиваю. Масло уже хорошо нагрелось. Беру где-то 1,5 столовые ложечки теста и начинаем жарить. Жарю на среднем огне. Как только наверху появляются вот такие пузырики, начинаю переворачивать оладьи. И с обратной стороны жарю где-то еще 1,5 минутки. Все, как указывает автор этого канала. Готовые оладушки отправляю на тарелочку с бумажным полотенцем, чтобы
чтобы впитала лишний жир. Из количества теста, которое я приготовила по рецепту автора, получилось вот такое количество оладий. Я уже подсчитала их 15 штук. Смотрите, оладушки все такие пушистые, легенькие, как пух. И давайте посмотрим их внутренний мир. Смотрите, какие они внутри. Но на вид они очень аппетитные, классные. Попробуем на вкус. Друзья, оладушки получились действительно очень пышные, такие прям как пух, не забитые, воздушные. Мне они и по вкусу очень понравились. На мой вкус можно, конечно, сахара положить немножко больше, но мы все равно едим оладьи с медом, с вареньем, со сгущенным молоком, кто как. Что проверку эти оладушки прошли успешно. Рецепт этот вам рекомендую. Его я напишу в описании под видео. И обязательно напишите, какой рецепт вы хотите проверить, какого кулинарного блогера.